Всем привет, меня зовут Олег, канал Listen Wave, разговариваем про фотографии. С английским у меня все плохо получилось, но, соответственно, может быть, кто-то присоединится, кто знает русский язык. Ну, если какие-то вопросы нужно будет простые ответить на английском, я смогу ответить. Это мой первый опыт, никогда не делал трансляций. Мне просто было интересно, как это все работает. На старом ноутбуке не получилось запустить, а вот здесь уже все как-то просто работает. Так что не знаю, что там получится у нас. Посмотрим, как это будет выглядеть потом. Пишите в комментариях, что вам интересно. Значит, я решил начать историю, поскольку путь большой. Фотографией я начал заниматься примерно в 10 лет. Это 81 год. У меня есть видео по этому поводу, как это все происходило. Но путь большой, потом где-то 15 лет цифровой фотографии, куча там десятки тысяч фотографий разными камерами. Ну, я до сих пор пользуюсь, но все-таки осознание того, что все вернется к пленке, меня не покидало. И вот вчера я посмотрел удивительное видео про студию в Канаде, которая сейчас не справляется с заказами по пленке. Это меня, конечно, взбодрило очень сильно, потому что я думал, что я один такой бьюсь здесь. Куча блогеров России, в том числе, которые отметают пленочную фотографию, рассказывают сказки о том, что можно из цифровой сделать пленочную картинку. Ну, всех этих блогеров известные, но для меня, конечно, было полным изумлением, что они таким занимаются. Есть еще один подтекст интересный, на фоне чего это происходит все. Буквально в течение месяца на выставке Фотокино было объявлено очередное объединение крупных компаний, которые занимаются производством фотоаппаратов. Там Sony, Panasonic, Leica, Zeiss, Nikon, Canon. Очень интересно. Если интересно, посмотрите, к чему это пришло. Меня больше всего изумил, конечно, объединение компаний Sigma, Sony, еще один. Сами найдете кто. И, в общем, вот эти объединения говорят об одном, что что-то не то на этом рынке. Плюс надо добавить то, что ушли с рынка пленочных фотографий в прошлом году, по-моему, или в этом. Последние игроки. Это Leica сняла с производства, все. Теперь не выпускают они М-серию. И последний Canon. Единственная камера, которая не была профессиональная, первая единичка. Все, они закрыли производство ее. На этом фоне очень интересно выглядит вот это вот. Rolleiflex дал информацию предварительно, что в конце 2018 года, я думаю, что может быть позже немного, начинает производство пленочных фотоаппаратов. Не муляжей пленочных фотоаппаратов, которые сейчас делают там в Китае, в других странах, а настоящий Rolleiflex. Да, он будет бюджетный относительно того Rolleiflex, который выпускался в конце 80-х годов, это GX-серия. Если зайти сейчас на eBay, на другие площадки, то вы можете с удивлением обнаружить стоимость новых аппаратов. Она просто гигантская. Это гораздо дороже, чем лейки, все остальное. То есть это десятки, сотни тысяч рублей, там, вплоть до миллиона, в зависимости от отделки. Это не случайно, это во всех жанрах сейчас, во всех отраслях происходит такое. Если исчерпали возможности производителей вернуться к качеству, ну а качество они потеряли как раз из-за вот этого подхода. Роста ради роста. То есть покупаешь вещь, через 3 года она безвозвратно устарела. Единичные камеры, которые остаются в таком нормальном каком-то состоянии, чтобы что-то можно было сделать с ними. Понимаю, что никто меня не смотрит. Ну, вдруг, может быть, кто-то что-то увидит. Значит, почему все-таки опять Rolleiflex? Хотя у меня лежит там любитель шахтный. Удивительно, но
Наверное, один из первых аппаратов, которые я увидел, как раз это были шахтные аппараты. Но тогда я не обратил на них внимания, мне показалось, что это неудобно. Сейчас, по прошествии времени, могу сказать, что то, к чему я пришел, я об этом на канале рассказываю и во Фликере, на сайте моем, List and Wave. Ну, в поиске наберете, в принципе, вся информация будет по всем каналам, где я это рассматриваю. Зеркальная камера, полгода буквально попользовался «Зенитом», это 14 лет, по-моему. Все там у меня поломалось, и я ее вернул. Потом это был Киев, соответственно, очень много снимал им, хорошая камера, великолепная, дальномерка, практически копия. Причем это был Киев такой послевоенный, как раз сборки, он надежный, пока его не украли. Значит, потом все прекратилось, пошли какие-то компактные и цифра, масса цифры. Значит, зеркало чем меня не устраивало и почему вот это я считаю одной из самых интересных до сих пор, то, что реально работает. Есть масса преимуществ, как использовать эту камеру для съемки. Причем практически все жанры. Кроме репортажной какой-то съемки, экстремальной, да, хотя существуют насадки для нее, которые позволяют перевести ее в телережим, или в white режим. Есть специальная камера рефлекс, телерефлексы, их маленьким количеством выпущено было. И white еще меньше количество. Но основной кайф от этой камеры, от себя скажу в первую очередь, это, конечно, удивительное качество сборки. То есть есть и другие производители, которые тоже могут соперничать, в то время могли, да. Ну, вот, например, я показываю всегда, это вот не та от Zeiss, камера раскладная, тоже формат 6х6. Интерес в том, что она очень компактная, то есть эту камеру можно положить там в карман задних брюк. То есть вообще малюсенькая камера, но при этом формат 6х6, то есть понимаете, что 35 мм с ней даже не может конкурировать никак. Оптика, ну здесь в данном варианте оптика просветленная, тоже анастигматы навар, но несмотря на то, что существовали и шкальные системы, как здесь, и дальномерные Super Econto, и оптику ставили они, в том числе и Zeiss того времени, даже не просветленный, но все равно это немножко не то. Почему? Потому что Rolleiflex меняет способ именно процесса фотографирования. И с одной стороны, когда я вешаю там на шею кому-то, кто просит Rolleiflex, в принципе, объяснять ничего не нужно. Открывается шахта, люди в нее смотрят вниз и понимают, что это крайне удобно. И для человека, который фотографирует, меньше воспринимает какой-то вот процесс фотосъемки. И когда человек опускает голову вниз, но люди даже не знают, что это фотография. В то время, конечно, это воспринималось. Понятно, что есть разные режимы визирования, да, то есть, если говорить об использовании. В данной модели, кроме как бы смотреть в шахту, вы можете изменить режим работы. То есть вы можете откинуть зеркало, сзади линза, и смотреть в линзу, видеть отражение, перевернутое в таком положении. Это удобно, когда вы снимаете как бы высокие какие-то вещи. Вот я снимал березу, как раз в таком режиме было бы интереснее снимать, удобнее. Или, например, когда вы не можете с нижней точки снять. Кстати, по поводу нижней съемки. Вот я делал фотографию пня, видео показывал, как это путешествие интересное получилось у меня. Объекты сами возникали и, соответственно, появлялись. Так вот, пень, который появился, он, ну как его снять? Я объясняю, что только ползать, если на зеркальной камере или еще какой-то. То есть, каким образом? Здесь это все настолько просто. Вы откидываете шахту и просто опускаете камеру чуть ли не на землю и снимаете, все видно. То есть, удивительное удобство для съемки, в том числе и макро. Значит, по поводу аксессуаров. Люди там говорят, аксессуары там дорогие все. У меня здесь стоит насадка, выпускалась английской компанией BDB. Это примерно 50-е, наверное, 60-е годы. Значит, очень интересная штука, конструкция. Ее можно сейчас купить на eBay за копейки.
немножко модифицировал я ее. Значит, смысл в том, что она имеет вот этот байонет, так называемый, первого типа. И не надо покупать там за 1500, за 2000, за 3000 эти самые фильтры. В России и в других странах гигантское количество производства стекол, фильтров для разных целей, в том числе для микроскопа. Вот это от Зенита, по-моему, от видеокамеры какой-то. Здесь у меня наборчик такой был, куплен, по-моему, в районе 100 рублей, ну, 2-3 доллара. Там, по-моему, 6 или 8 фильтров разных. В том числе, вот я ставлю двухкратный желтый фильтр. Мне и в 80-х годах нравился этот фильтр очень. Ну и, соответственно, все это быстро достаточно монтируется. Что еще интересного рассказать? Процесс управления камерой. То есть минимальное количество. Это экономит ваше время. Вам нужно установить только два рычажка, которые вы пальчиками аккуратно делаете. И в окошечко, вот здесь, прекрасно видите, крутите одну, движется выдержка, крутите другую, движется диафрагма. Это настолько быстро, настолько удобно, что, ну, о чем тут говорить. Значит, в данной модели ручка регулировки громкости, фокусировки, вот такая, на всех роллифлексах она. Плюс она имеет индикацию глубины резкости шкалы. Если вы хотите что-то быстро снять, вот как я снимал мужчину, который проходил мимо, не хотел фотографироваться, но я очень быстро успел. Если бы я был с другой камерой, я, скорее всего, подносил бы, и все, он бы отвернулся, ушел. А так она висела у меня внизу, я так на полсекунды буквально взгляд скинул и нажал кнопку. Все. Кнопка, кстати, вот здесь вот блокиратор. Случайно вы не нажмете ее. Ну, скажу, взвели, сняли. Все. Все, весь процесс. Любителям цифровой техники сообщаю страшную тайну по поводу скорости работы ваших камер. Даже если вы установите в своей камере там быстрый запуск, поставите все, что можно, чтобы это быстро все произошло, вы не сможете так быстро сфокусироваться. И меня не надо убеждать. Пока вы начнете поднимать камеру, пока вы начнете наводить на резкость, пока ваша система электронных точек начнет с вас выбирать, куда вам нужно выбрать объект, все уйдет. Вся энергетика вот этого кадра, да, все, для чего создана была фотография, она вся растворится. Поэтому десятки миллионов фотографий, которые во Фликере, в других сервисах, да, в Инстаграме вообще молчу. Мусор просто, который никому не нужен. Нет энергии, нет момента именно. Цифровая фотография в этом плане очень сильно отстала. Ну, пленки. По поводу пленок. Еще одно сообщение интересное. Буквально тоже где-то порядка 2 месяцев назад компания Kodak запустила рекламу, то что она восстанавливает производство обратимых и негативных пленок. Информация была раньше, но, знаете, первый продукт, который они выводят на рынок, не поверите, это не фотопленка, это кинопленка. Узкая кинопленка, которую можно заряжать в кинокамеры. И за это мы можем сказать спасибо отчасти и Тарантино, и другим людям, которые любят кино. Потому что после выпуска их лент на кинопленке в киноиндустрии тоже многое что изменилось. Те фильмы, которые выходили, его вот, ну, их тут объяснять, когда видно, что это снято на пленку. Поэтому у меня в фаворитах всегда был Кубрик с его съемками, именно качество пленки и как он снимал. По этому поводу, кстати, интересно, можно посмотреть информацию об объективах, которые он использовал. Это объективы в том числе для НАСА, сверхсветосильные объективы меньше единицы. И сцена в одном из фильмов, я помню, что при свечах, это, конечно, удивительная оптика. Многие скажут, ну вот эту оптику можно купить сейчас на аукционах, поставить ее на свои цифровые
камеры, и получится то же самое. Не получится, господа, не получится. Почему? Потому что даже если вы поставите ее на full frame, так называемые камеры, вы получите все равно угол луча, входящих в вашу матрицу, маленький, узкий. И поэтому не выйдет ничего у вас абсолютно. Большой формат, ну там большие пластинки, да, или хотя бы даже медиум формат, самый популярный, потому что камера небольшого размера, камера весит килограмм всего. И имеет размеры кадра 6 на 6. Для сравнения, это почти в 4 раза больше, чем ваша full frame, так называемый. Понятно, что у людей, у которых есть сотни тысяч долларов, чтобы купить себе медиум камеры цифровые, да, они могут соперничать в одном параметре, в разрешении, в угле вот этом, но стоимость оптики для таких камер баснословная абсолютно. Я не старался рассматривать эти варианты. Почему? Потому что я считаю, что фотография должна быть как минимум массовым. Потому что это массовое искусство. Оно позволяет людям, которые что-то не знают, не имеют каких-то глубоких знаний, очутиться в мире искусства. Это, наверное, самое интересное, что вот можно рекомендовать молодым людям заняться фотографией. Не просто стрелянием по объектам, да, людей, селфи, а именно фотографии в том смысле, в котором она есть. Это искусство света и тени. Вот такие мысли у меня по поводу этого первого стрима. Что получится, не знаю. Опыта у меня нет пока этим заниматься. Я имею в виду трансляций. Ну, если кому-то интересно, какие-то мысли выскажите. Что вы об этом во всем думаете? Мне было бы очень интересно получить обратную связь. Потому что... Почему я еще стал этим заниматься? Потому что, разговаривая с молодыми людьми, я обратил внимание, что даже те, кто сейчас в тренд заходит, модно сейчас снимать в черно-белом варианте. Ну вот, разговор с девушкой буквально здесь недавно, 500 метров отсюда. То есть пошла, снимла на «Зенит», отнесла в замечательный салон, который по всей России там делают. Ну, все испортили, ничего не получилось. Причем она все правильно делала, не засвечивала ничего. Другие люди рассказывали о том, что вот куда это делать, где купить пленку. Почти все говорят, где купить пленку. Пленка продается везде, вообще везде. Если вы не хотите тратить 300-500 рублей там, на пленку, да, вы можете купить ее там за 50, за 100, потому что огромное количество пленок старых продается. И если пленка лежала в холодильнике, то с ней ничего не будет абсолютно за 10 лет. Если, конечно, ей 20-30 лет она лежала где-то на чердаке, то да. Это широкая пленка. Масса людей, которые не хотят заниматься пленкой. Они покупают пленки, потом эти пленки лежат, переходят, наслушавшись менеджеров, опять на цифру. Опять все отдают матрице. Поэтому, мне не интересно этим заниматься уже. Для коммерческого использования, да, но, опять-таки, интересный факт. Растет спрос на, кто занимается свадебными фотографиями, растет спрос в геометрической прогрессии на свадебную фотографию на пленку. Вы не поверите, но это так. Во всяком случае, в Америке уже произошел рост глобальный. И фотографы, которые сделали портфолио на пленке, у них заказов более чем. Значит, факт то, что это произойдет в ближайшее время, абсолютно, я уверен в этом. Вопрос, будут ли доступны камеры по таким деньгам, пленочные, хорошие, не уверен абсолютно. Вторичка реагирует очень быстро. Когда первичка закрывает производство, можете сами последить, что сейчас произойдет с ценниками на лейки, на М-серию. Старую, которые вот в этом году уже закрыли производство, но остатки еще есть. Посмотрите, какие будут цены. Значит, то же самое, если говорить о миллионах фотоаппаратах, не очень популярных, да,
То есть, что произойдет с ними? Здесь у меня сзади вот качество подставки, видите, какая импровизированная. Это ралликорд. Выпускался как раз после этой выставки. Вот. Интересная камера. Очень интересная. Арт-деко дизайн. Ну и, собственно говоря, называется арт-деко. Так вот, все достаточно прозаично. Были камеры, никому не нужны были абсолютно. То есть стояли, лежали на чердаках. Сейчас миллениалы, так называемые, они уже эту тему просекли и начали заниматься отлавливанием этих старых камер. Что еще требуется для того, чтобы начать? Ничего не требуется, нужна любая камера, хоть Свема 8М, хоть вообще без разницы какая. Поэтому я всегда повторяю, что самое главное, это наличие желания этим заниматься. Если желание есть, уверяю вас, это стоит совершенные копейки. Проявители, концентраты можно купить, там, не знаю, за 500 рублей, за 1000, которые будет хватать там на десятки пленок. Если есть интерес как бы самому составлять, можно самому составлять. Но сейчас настолько все это развито, что ничего делать не нужно. Вы можете сами все это сделать. Я уже писал видео по этому поводу. Дистиллированная вода стоит 5 литров 100 рублей. Для сравнения, там хорошая минеральная вода стоит дороже за литр. Поэтому все, что требуется для того, чтобы этим заниматься, 2 бутылки, бачок. Бачок можно купить, там, не знаю, за 100 рублей, за 500 рублей. Разные бачки. Это ничего не стоит. Для замера экспозиции, кто не хочет пользоваться телефонами, с программами, где все это бесплатно, ну, такое устройство, Аптек, из карбона, из карболита. Эбонита, карболита. Тоже модный материал, сейчас его коллекционируют. Интересный материал. Космический, можно сказать. Стойкий к температурам, к всяким. Ну и сам по себе запах приятный очень. Работает как глаз. Есть просто таблички такие бумажные. Достаточно, что точно определяет, особенно если вы занимаетесь черно-белой фотографией. Слайдовые, конечно, поточнее нужно мерить, но если приноровиться, то слайдовые тоже можно замерять. С опытом все это появляется достаточно быстро, приходит. Поэтому заряжайте пленку, фотографируйте, доставайте фотоаппараты, проявляйте пленку, давайте ее в печать или сканируйте. Спрашивали тут многие люди, кто в том числе и расстается с пленочной, с широкой форматом, да, они говорят, вот, и продаю, потому что сканеры очень дорогие. Ну, ой, что я могу сказать? Я не хожу под парусом, потому что яхты очень дорогие. Я не езжу там, не знаю, там, потому что машины очень дорогие. Ну, это из той же серии. Если у вас нет реально желания, как бы, да, если вы не понимаете, что это все очень просто, что проявить пленку можно самому, что сканировать можно айфоном фотографию для качества Инстаграма и даже Фликера, современный айфон более чем. Если вы хотите уже попробовать, если вы начнете этим заниматься, вы найдете способы, как сканировать. У меня тоже сейчас нет сканера для широкой пленки. У меня есть только для 35-мм CCD. Я сканировал фотографии, которые лежат у меня во фликере 6х6. Сканировал и айфоном для сравнения, и сканировал своим цифровым фотоаппаратом. Вот сейчас солнышко светит. Вот прямо на этом балконе делал. Вообще ничего сложного нет, абсолютно. Можно со вспышками, у кого есть фотоаппараты со вспышками элементарно. Там, в интернете можно посмотреть, как люди из картона делают коробки какие-то, сканируют. Понимаете, если начинать с того, что нужно купить кучу всякого, чтобы заниматься, то это опять вот эта вот система введения людей в заблуждение. То есть у меня будут хорошие кадры, если я накуплю кучу объективов.
дорогой фотоаппарат, желательно Mark III Canon или Nikon, куча оптики, штативы, куча всяких карт, хранителей памяти, специальные аккумуляторы, там банки аккумуляторов. Все это превращается в десятки килограмм, с которыми вы никуда не пойдете и ничего не снимете. Это 100%. Это уже пройденный этап. Я в видео рассказываю истории, ну, могу много рассказать историй, как происходило. И кадры, которые я сделал на мыльнице, да, карманные, да, и они востребованы людьми, люди их смотрят. Кому интересно, можете набрать Listen Wave и посмотреть в гугле количество фотографий, которые там за последние 2 года я выкладывал. В неделю примерно от 50 до 100 тысяч человек. Я ничего не делаю вообще. Это фотографии, которые я делал в разных местах, где путешествовал. Поэтому не то, что я там хвалю себя, но я говорю о том, что людям интересно. На Ютубе то же самое. Я записывал какие-то вещи, но я понимаю, что сейчас нужно записывать то, что людям интересно. А люди элементарно не могут заправить, в том числе и я, когда купил Rolleiflex, заправить пленку так, чтобы правильно все было. Элементарные вещи абсолютно. Не могут взвести затвор, да, я девушке дал Rolleiflex, попробуй переводить. Она там начала, как это, знаете, как машины взводят вот так вот. То есть мне было страшно смотреть. То есть это от незнания абсолютно. Они не понимают, что техника это точно. Это техника любит ласку, как говорится, и смазку. Поэтому вот из-за этого все и происходит. Потому что никаких у нас нету возможностей переключиться с этого мышления. Почему? Потому что информация идет как раз оттуда, откуда нужно. Слава Богу, есть YouTube. И огромное количество людей. Это, конечно, не сотни тысяч людей, это десятки тысяч. Вы их можете найти во Flickr. Это самый, наверное, крупный хостинг по фотографиям, где сидят фотографы и любители, и профессионалы. Плюс в качестве рекламы могу сказать, что этот сейчас ресурс купила компания SmugMag. Один из самых первых фотохостингов в мире, еще до появления всяких инстаграмов, который сейчас выкупила эта компания. И первое, что они сделали, очень интересно. Они дают возможность сделать сайт любому человеку. Вы можете сделать сайт там за копейки из шаблонов, и на этом сайте можете сделать портфолио, если начинаете искать какие-то контакты людей, фотографов. Я считаю, что это очень важно. Почему? Потому что когда идет обмен знаниями, обмен опытом фотографии, вот это возможности, конечно, колоссальные. Потому что куда-то съездить раз в год в Питере или в Москве на какой-то слет, где соберутся там 200-300 человек, ну, можно, конечно, да, заплатить за это деньги еще. Ну, я нисколько не говорю, что это должно быть бесплатно. Но когда перед вами лежит возможность, вы можете, скажем так, посмотреть и спросить людей, выложив свою фотографию, ее посмотрят десятки, сотни тысяч людей со всего мира. И им будет интересно не только ваши фотографии, а те места, где это сделано. И люди захотят туда приехать, захотят найти какие-то интересные объекты в таком же ключе у себя. То есть и захотят, может быть, заправить, зарядить пленку в ваш фотоаппарат, в свой фотоаппарат. Ну и в конце концов, это действительно эмоциональный очень, можно сказать, спорт, хобби, как угодно назовите. Вот такие мысли приходят иногда. О чем еще можно поговорить? Ну, вариантов очень много, о чем можно поговорить. В первую очередь, конечно, как использовать эту технику? Что можно с этим делать? Она может, конечно, лежать у вас, пылиться. Ну, не знаю, может быть, имеет смысл, чтобы она работала.
Тогда будет интересно. Я считаю, что любая техника, если она лежит как коллекционная и собирает пыль, есть, я встречал людей неедко, которые именно считают, что это вложение денег. Ну, вложение денег, да. Многие камеры так и достаются. Ну, я считаю, что инструмент каждый находит своего владельца, а не наоборот. Поэтому, если инструмент попал в руки владельца, ну, жизнь он свою продлит и доставит радость. Будет доставлять радость. Так же, как с автомобилем. Если машина стоит, она со временем сама умирает. Вне зависимости от того, какого года. Она должна ездить. Тогда это машина. Пленки. Фотопленка, да, я считаю, что... Я уверен в этом, что она вернется. Она уже вернулась. И ценники на пленки, и производители, которые расширили линейки. Это, конечно, очень здорово. В этом плане честь и хвала Kodak, честь и хвала Ilford, который на протяжении многих лет уже выпускает черно-белую линейку пленок. Нет у них других пленок, только черно-белые. И Canterbury, Fuji, Acros. Много всяких интересных мыслей по этому поводу. Вполне возможно, что наступит момент, когда каждый захочет открыть производство фотопленок. Есть данные, что это не очень сложный процесс с точки зрения полива самой эмульсии, а вот производство эмульсии самой – это сложный процесс. Поэтому я абсолютно не удивлюсь, если в ближайшие несколько месяцев, даже не лет, откроется еще несколько заводов, новых абсолютно. Так же, как произошло это с грампластинками. Поначалу это был как фетиш. Потом произошел взрыв, и продажи пластинок превысили продажи компакт-дисков и даже цифрового контента. С учетом того, что контент этот был чуть ли не наполовину по уже углубленной статистике сэмпла этих пластинок в этом году, в прошлом году. Сразу же открылись несколько заводов, сверхсовременных заводов. Насколько я знаю, 2 в Европе и 1 в Америке. Новый завод по производству грампластинок. Думаете, они будут десятками тысяч выпускать пластинки? Нет. Это другие цифры совсем. Поэтому ничего удивительного, что в Китае производство фотоаппаратов, в том числе пленочных, оно до сих пор существует. Они выпускают недорогие аппараты, там выпускают даже аппараты без оптики, пинхол так называемые. То есть это тоже направление интересное очень, потому что первая как раз фотокамера, она была без оптики. Это была дырка, маленькое отверстие, через которое проходил свет. То есть сейчас посмотреть туда, в коридор, ну, бывает, что через какое-то отверстие солнышко светит, а там появляется картинка. Такие камеры тоже снимают, в том числе и, например, Holga 120 пленка, широкоформатная. Есть много мастеров фотографий, известных мастеров, которые делают свои эксперименты только с этой камерой. В Германии есть компания имени самого основателя, производителя химии, который очень много фотографий делает на эту камеру. Во Фликере он тоже есть, он доступен. Вы можете сами задать вопрос, почему он это делает. Ну, я не буду сейчас распространяться о каких-то технологиях в стороне от серебряной фотографии, платиновой фотографии, ценотипия, другие виды, амбротипия. То есть это уже те, кто действительно загорится, он может посмотреть в интернете, что это за технологии и почему так много людей не пугает сложности, дорогостоимость, дороговизна вот этих технологий, да, если они видят, что технически эти материалы сохраняются. По последним данным исследований больше 500 лет. Все хотят оставить что-то на память, что-то сделанное, что-то запечатленное. В этом плане я хотел бы еще обратить внимание, что обработанные фотографии, особенно глубокой обработки, не представляют интереса в историческом контексте. Не только для миллионов людей, да, для истории общего человечества.
даже для вашей истории семьи. То есть вам захочется потом, когда вы достанете эти фотографии, увидеть реально, что это было за объекты вокруг, если они зарисованы. Или какая ситуация на тот момент. Посмотрите, какой спрос на фотографии старые черно-белые. Посмотрите в интернете, какое количество форумов начало размещать эти фотографии. Думаете, это просто так? Это связано как раз с историческими вот этими изменениями. Да? История переписывается регулярно в течение каждые 20-30 лет она переписывается. И одно говорится, потом другое говорится. Единственное, что невозможно видоизменить, да, в компьютере вы можете все что угодно. Вы можете в электронных носителях все это поменять. Фотографию не получится. Есть реальные негативы, да, которые хранятся в библиотеках или у кого-то дома. И он покажет человеку, вот это как было. Вот это здание, вот оно вот так выглядело. Сейчас оно разрушено, сейчас оно отстроено там из кирпичей, да, ужасным образом. А вот так оно выглядело когда-то, было там 100-150 лет назад, да. И нож нельзя вставить в зазор между камнями. Информация есть в интернете, но когда вы увидите живые фотографии, уверяю, у большинства людей шок, что это такое. И что 150 лет назад в Москве и в Питере, да, 200 лет назад улицы выглядели совершенно по-другому, и здания выглядели по-другому. Поэтому сказки рассказывать нам не нужно. Если вы откроете фотографии, вы посмотрите, да, вам ничего рассказывать не нужно будет уже. Вы поймете вообще, где собака зарыта. В этом плане фотография – это документальный инструмент. И можно посмотреть информацию об истории создания фотографии именно. И как в начале прошлого века, в середине, как она изменила мир художников, да, изобразительного искусства. Сколько людей, которые были художниками, стали заниматься фотографией, написали свои книги. Есть вообще удивительная история. Например, есть Вальтер Бенджамин, человек, который написал несколько трудов по искусству, и я считаю, что многие его труды просто пророческие. То есть он определил, что, одна из фраз такая, которую я использую, что он считал, что в 20 веке, да, считаю, в 21 веке тоже, безграмотным будет считаться не тот, кто не умеет писать и говорить, а кто не умеет фотографировать. Потому что тенденции, которые сейчас находятся, да, эмоджи, там подвижные всякие фигурки, которые превращают живых людей в зверей, да, это все, в принципе, к этому идет, потому что это понятней, чем просто буквы, и человеку не надо никакого образования не иметь, да, он может увидеть там какой-то смешарик, какой-то прыгающий, или какой-то значок, знаковое письмо, да, пентаграммы всякие разные, иероглифы, еще что-то. И фотографии тоже не надо же объяснять, она же свободный язык, который может любому человеку показать, что вообще, о чем вообще речь идет и какие эмоции. Также и музыка. Ничего не надо объяснять, рассказывать, какие ноты, где как звучит. Просто послушайте и все поймете сразу же. Черно-белая фотография, пленочная фотография, она точно так же проникает в зрителя, проникает в человека, который что-то остался еще чувствовать. Это видно сразу же, что это другой мир рисунка, другой мир совершенно. Поэтому применять какие-то технические термины к этому, параллель я могу сказать в хай-фай. Вот. Разрушение хай-энда, разрушение